Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных тортов, которые вообще есть в кондитерском мире. Это торт «Молочная девочка» с малиной. Торт, который нравится всем. Это просто хит, можно сказать. Готовится несложно, без желатина. Все покажу, расскажу в данном видео. Итак, приготовим сначала малиновую прослойку. Здесь у меня 250 грамм малинового пюре без сахара и без косточек. Наливаю туда 20 грамм лимонного сока, 20 миллилитров. Все это перемешиваю и отправляю сейчас на огонь, довожу до кипения. Малиновое пюре я делаю сама, перетираю малину через сито. Здесь у меня 60 грамм сахара, 25 грамм кукурузного крахмала. Сахара можете брать по вкусу и 50 миллилитров холодной воды. Сахара здесь можно брать по вкусу, можно больше брать. Кисленькое такое будет пюре. Но молочная девочка, сам по себе торт достаточно сладкий, поэтому больше сахара я здесь не добавляю. Малиновое пюре уже закипает, я отправляю туда всю крахмальную смесь тонкой струйкой при непрерывном помешивании. Сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу всю эту смесь до кипения. И когда пойдут первые пузыри, я провариваю примерно еще 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Сейчас переливаю ее в ту емкость, где она у меня будет остывать до очень холодного состояния. То есть остудить нужно потом будет в холодильнике. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. Приготовим тесто. 4 яйца среднего размера комнатной температуры. Разбиваю у них пленочки. Добавляю сейчас туда 200 грамм растопленного сливочного масла. Количество масла я здесь убавлять не советую. Рецепт этот очень многие уже попробовали на моем канале, именно самого теста. Все в восторге. Добавляю туда 2 банки сгущенного молока с сахаром. Банки сгущенки у меня европейские по 397 грамм. Я напишу, если на банку 380 грамм, сколько потом брать муки и разрыхлителя. Что муки нужно будет взять просто чуть поменьше. Перемешиваю все это. Масло, забыла сказать, не должно быть горячим, оно должно быть комнатной температуры. Вот такая жидкая основа у меня получилась. Добавляю сейчас туда, просеиваю 400 грамм муки. Если у вас банка сгущенки 380 грамм, значит нужно будет муки взять грамм на 20 поменьше на каждую банку. И добавляю туда 8 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю до однородности, и тесто уже готово. Я не пользуюсь здесь миксером. Оно замешивается прекрасно и обычным крупным венчиком. Сейчас духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Беру бумагу для выпечки. И вот смотрите, вот так вот по 3 столовых ложки я выкладываю на то место, где я буду потом наносить этот корж на бумагу. Здесь очень все просто. Вот примерно такое количество теста мне будет нужно. У меня будут обрезки. Конечно же, можно рисовать круги с изнаночной стороны этой бумаги простым карандашом. Потом по этим кругам ровно отмерять это все. Я этого не делаю. У меня всегда они с обрезками, но зато они будут идеально ровными, эти коржи. Коржи мне нужны по 20 сантиметров в диаметре. Выпекаются они примерно 7-8 минут. Крышка у меня здесь 20 сантиметров. Очень удобно ей вырубать. Обычная крышка от кастрюли. Потом уже, когда будут испеченные коржи. И вот таким образом немножко по диагонали выкладываю их, чтобы они все поместились. Убираю сейчас выпекаться примерно на 7-8 минут. То есть это все будет зависеть от вашей духовки. Вот до такого золотистого цвета я их выпекаю. Они очень быстро пекутся, и здесь очень важно, еще в горячем состоянии их уже нужно вырубать по форме или вырезать. Вы можете взять просто какую-то плоскую крышку, тарелку и по ней просто вырезать ножом. Это все на ваше усмотрение. Крышкой очень удобно. Никуда ничего не косит, сразу как вырубка. Пока у меня выпекались эти коржи, естественно, я наношу уже тесто на пергамент для следующих коржей. И этот процесс происходит очень быстро. Вот из такого количества теста получается 12 коржей минимум. Если будете еще тоньше наносить, то будет еще больше коржей, обрезки останутся. С ними можно просто чай попить, либо же украсить бока торта.
Здесь вот так вот ножницами вырезаю, для того, чтобы потом их сложить друг на друга, эти коржи, потому что их нужно обязательно, так как они липкие, перестилать вот такой бумагой для выпечки. Здесь вырубаю следующие, у меня уже испеклись. Как я уже сказала, вы можете внизу под этими коржами, естественно, нарисовать себе обозначение, контуры эти по 20 сантиметров или там по 25 сантиметров, смотря как вам нужно. Тогда коржей, соответственно, будет меньше. И уже делать непосредственно по строгому контуру. Я так не работаю, мне вот так вот удобнее. И здесь у меня получилось 12 коржей. Они полностью у меня по отдельности остыли и только уже в остывшем состоянии. В таком состоянии они у меня будут храниться. 350 мл сливок, не менее 30% жирности, 100 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара. И добавляю туда также 300 грамм очень холодного сыра творожно-сливочного, 250 грамм холодного сыра маскарпоне. Сливки, естественно, тоже очень холодные. Взбиваю сейчас все до устойчивых пиков. С сыром сливки взбиваются очень устойчивую массу, потому что сыр здесь держит уже как загуститель для этих сливок, потому что и жирность у сливок хорошая, и у самого сыра. Добавляю сейчас туда для аромата и для вкуса 150 грамм сливочного именно йогурта, 10% жирности в этом йогурте со вкусом малины. Натуральный йогурт с натуральным ароматизатором очень дополняет вкус этого крема. Всегда добавляю в молочную девочку. Вот такой вам секрет раскрываю. И получается необыкновенно вкусный просто крем. Много не нужно брать, а вот 150 грамм идеально. От крема отложилось сейчас 6 ложек столовых для украшений. Примерно, тут трудно сказать, небольших ложек. И сейчас где-то по 2-3 столовые ложки я накладываю на каждый корж и уже собираю торт. То есть этот торт очень быстрый. Вы можете его испечь, тут же остудить эти коржи и тут же уже его собирать. Эти коржи не требуют никакого отдыха. Хранить их также можно в герметичном пакете для пищевых продуктов, либо же в контейнере в большом, в холодильнике примерно 2 дня. Потом они потеряют свой аромат. Если будете дольше хранить в морозилке, примерно 2 недели. Очень холодная вот здесь у меня основа малиновая. Я ее переложила в кондитерский мешок, сделала у него такое небольшое отверстие и просто вот такой паутинкой сейчас наношу на коржи. Так как малиновой прослойки здесь не нужно много, иначе будет очень кисло, я наношу так хаотично, чтобы местами эта малина у меня проглядывала. Следующим коржом уже накрываю все это и в таком ритме собираю сейчас весь торт. Использовать я буду не 12 здесь, а 11 коржей, потому что если бы я не украшала этим кремом, мне бы для начинки хватило на 12 коржей крема. Но так как я еще откладывала на украшение, там выбрала из него еще также эти семечки, которые у меня были от йогурта, и украшу этим кремом. Также делаю с последующими всеми коржами, наношу вот так вот местами эту паутинку из этой малиновой прослойки. И в начинке этого уже будет вполне достаточно. Больше здесь не нужно, так как коржи очень тонкие и может потом быть очень кисло. Хочу сразу обратить внимание на количество сахара в этой малиновой прослойке. Вы можете его увеличивать до 100 грамм сахара. Но молочная девочка, сладкий торт, и здесь для вкуса я бы не стала увеличивать этот сахар. Ставлю сейчас в кондитерское кольцо в ацетатную пленку. Вместо ацетатной пленки очень часто задают мне вопросы, чем можно ее заменить. Конечно же, либо канцелярскими папками, файлами. Этот торт настолько стабильный, что его можно ставить даже без кольца. Его можно просто закутать в пищевую пленку и поставить его таким образом в холодильник. Минимум на 3 часа нужно убрать. У меня прошло примерно около 5 часов здесь. Я его достала из холодильника. Он уже полностью весь пропитался, этот торт. Верх я ему также накрывала пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. Снимаю сейчас с него ацетатную пленку. Торт получается идеально ровным, потому что я вырубала коржи. Коржи все пропитанные уже.
Вот он у меня 12-й коржик, но я его не использовала, потому что здесь у меня 11 коржей, и крем, который у меня оставался, я удалила из него косточки, которые у меня были от йогурта. Там их было совсем немного, но все равно, чтобы мне вот покрыть ровным кремом. Крем, конечно же, я убирала в холодильник. Здесь это я показываю выравнивание такое очень простенькое. Крем уже, конечно, постоял в холодильнике, немножко уже вспузырился. Просто здесь, чтобы вам посмотреть, как можно сделать такое вот домашнее оформление. Здесь углом шпателя делаю бразильскую волну. Сейчас очень модное украшение. И в белково-заварном креме я его часто использую. И также вот можно вот на таком сырном креме использовать, конечно, ну не так ровно, как на белковом креме получится. И тем более, как на сливках, как это делается в Бразилии. Особенно если на растительных сливках, это будет вообще очень красиво смотреться. Ну, на сырном креме вот так. И тем более крем уже, как я сказала, постоял в холодильнике. Делаю разрез. Нарезается превосходно торт, нежнейший, он просто тает во рту. И вот такой превосходный, красивый разрез у нас получается. Торт готовится очень просто. Конечно же, вместо этого крема вы можете использовать любой заварной крем из моего списка кремов в плейлисте рецепта кремов. И они туда подходят, особенно если сливочный крем, дипломат очень хорошо туда подходит, сметанные кремы можно использовать. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.